4-5. Я тебя иду искать. Значится так. Личность убитого неизвестна, но, судя по фуражке, это студент Петербургского университета. Следовательно, приезжий. Нашел его дед, охотник. Он что, сразу к Елагина, это ее земля, лес, то есть. А Елагина тотчас посыльного к нам отрядили. Дед-то сам пока до города доковыляет. Допросил? Кого? Деда? А как же? И рапорт составил, честь по чести. Ружье проверил, чистое, не стрелянное. Рана, кстати, не ружейная. Да и в карманах пусто. Ни денег, ни документов. Да, и предсмертные записки тоже. А вы что, думаете, что это могло быть самоубийство? Если он стрелял сам в себя, то пуля должна была войти примерно вот под таким углом, я точнее скажу, после вскрытия. Действительно, пуля вошла под углом. Место здесь подходящее. Это вполне могла бы быть дуэль. А вы романтик, Антон Андреевич. Я все-таки склонен придерживаться версии, что это самоубийство. Да нет, следов пороховых газов на одежде не обнаружено. Если бы он стрелял в себя сам, то ткань на одежде обгорела бы. Безусловно. Ну, Яков Платонович, это ваша задача выяснить, а мое дело медицина. А что если ограбление? Вы же сами сказали, что у него в карманах нет ни денег, ни документов. А вот это вряд ли. Студент поджидал здесь кого-то, долго ждал. Поэтому и топтался на одном месте. Отсюда убийца стрелял. Спустился по тропинке к домику и выстрелил в него. Откуда тропинка, Антон Андреевич? Из деревни. А ты откуда? Это от Елагина. Мне все-таки кажется, что это дуэль. Все сходится. Выстрел оттуда, выстрел оттуда. Леша, голубчик, давай-ка выбирай тело, иди в мертвецкую. Осмотр делать, отчет писать. Ага. Ни одну версию пока отбрасывать нельзя. Между прочим, 5 лет назад, вот в этом доме, пристрелился Семен Афанасьевич Елагин. Это супруг помещицы Елагиной. Да-да, это старая легенда. Говорят, что до сих пор где-то здесь бродит его призрак. Ну что, послушаем, что расскажет нам сама Елагина. Простите, а присутствие адвоката как-то связано с произошедшим в лесу? Виктор Иванович мой друг, и Я пришел навестить и поддержать вдову моего старого друга. Видите ли, 5 лет назад, там, в охотничьем домике, погиб муж Софьи Николаевны. А неподалеку произошел еще один несчастный случай.
И какая связь? Никакой. Просто ряд трагических событий в одном и том же месте. Тяжелые воспоминания для Софьи Николаевны. И тут еще это. Яков Платонович, простите, вы против моего присутствия? Нет, я не против. Но просто мы не в зале суда, а госпожа Елагина не является подозреваемой. Но если вы здесь просто как друг, бога ради. Этот лес проклят. Его давно надо было продать или вырубить. Не зря мне намедни супруг покойный приснился. Софья Николаевна, а в охотничьем домике кто-то бывает? Да никого. Может, мальчишки из деревенских или охотники из городских. Да я там 100 лет не была. Доброе утро. Доброе утро. А где папенька? Посыльный принес записку от Елагиной, и Виктор тотчас умчался к ней. Словно на пожар, ей-богу. Что-то стряслось? В елагинских владениях убили кого-то. Просто жуть. Убили? А кого? Говорят, молодого человека. Виктор вернется, все расскажет. Голубушка, ступай уже. Мы сами. Пожалуй, пойду прогуляюсь. Подышу свежим воздухом. А как же завтрак? Что же ты меня одну оставляешь? Виктор у Елагина, Петр еще не вставал. Что же мне одной чаевничать? Ну это же совсем ненадолго. К тому же аппетитно гуляю. У тебя сегодня примерка у портнихи, ты помнишь об этом? Никуда мое платье не денется. Ваш муж любил охотиться? Любил. Оттого и оружие в доме. Револьвер еще был. Я его в речку бросила. Муж из него застрелился. Простите, а вы здесь служите? Ну да, служу. А что угодно? Я хотела бы с вами поговорить. Мне барыня ни с кем говорить не велела. Меня зовут Анна Миронова, мой отец адвокат, он сейчас у вашей барыни. А мне поручено поговорить с домашними. О чем? О том, что у вас здесь произошло. Так не здесь, в лесу же. У меня уж спрашивали об том, из полиции. Может быть, вы что-то еще вспомнили? Все, что знала, рассказала. Около домика охотничьего мертвеца нашли. Дед охотник нашел. Но он сразу сюда явился, барыне доложить. А барыня послала за городовыми. Спасибо. А чего же все-таки застрелился ваш муж? Да кто ж его знает. Запил он тогда крепко. Несколько дней не вылезал из охотничьего домика. Маялся. Вот, наверное, бес его и попутал. Господи. А сыновья ваши где? Старший Владимир уж давно в Петербурге живет. А младший Алексей еще вчера уехал в гости к помещику Гусятникову поохотиться. Так у вас свои угодья. Зачем же к соседу на охоту?
Кто вы? Ведь вы приходили ко мне утром. Как вас зовут? Вас убили? Служанка рассказала, что егеря зовут Ермолай Алексеевич. Служил покойного барина по охотничьему промыслу. А после смерти барина он присматривает за домиком. Странно. А Елагина про этого егеря ничего не сказала. А ведь я спрашивал про домик тот. А где живет этот егерь? В соседней деревне. Живет бобылем, семьи, стало быть, нет. Промышляет охотой и исправляет ружья. А где же он сейчас? Давно его не видели. Но говорят, в соседней губернии. То ли промысел, то ли вот по поручению какому. Егерь, человек вольный. Вот что, Антон Андреевич, вы поезжайте к этому Гусятникову, выясните, там ли сын Елагина Алексей. Может, отлучался куда ночью, чем сейчас занимается. Поподробнее. Вы думаете, что Елагин Алексей мог убить студента? Ну, а что нам попросту гадать? Побольше фактов надо узнать, но пока у нас два подозреваем. Алексей, сын Елагина, и егерь этот Ермолай. Вон как. Трогай. Рассказывай. В Рыбинске все прошло гладко. Купец упал с баржи в воду. Труп выловили только через сутки. Признали как несчастный случай. Что исполнитель? Доволен, деньги получил. Как вторая акция? Неувязочка там получилась. Исполнитель неуклюжий, шумно очень. И что? В бегах. Полиция ищет. Надо найти раньше полиции. Пошли-ка его потолковее. Что в Затонске? Вестей пока нет. Ничего не понимаю. Все должно было быть уже кончено. Даниэль молчит? Молчит. Даниэль молчит. Послать Никола. Надо ехать. Все приходится делать самому. Там как раз этот ждет из Затонска. Проси его. Эту пулю я извлек из студента. Она выпущена из кольта 53-го года. А у самого студента... А у студента мы нашли револьвер системы Смит-Вессон. Совершенно верно. И, похоже, он тоже стрелял, потому что на правой руке у него характерные остатки частиц несгоревшего пороха. Да, я тоже заметил. Одна из гильз в барабане была пустая. Чепуха какая-то. Неужели дуэль? Похоже. Ваше благородие, нашли дом, где студент квартировал. И хозяйку дома нашли. И, кстати, покорнейше благодарю за оплаченный мой долг. Карточный долг, как известно, долг честь. Да. И как долго я должен спасать вашу честь? Вы не тревожьтесь, Морель, я вас умоляю. Я расплачусь. Сейчас поправлю свои дела и сразу расплачусь. Терпение мое не безгранично. Ну что вы, ей-богу, Морель. Я, между прочим, векселей, расписок всяких оставил вам на сумму втрое больше, чем от вас получил. Это пока только бумажки. А я вас не уволил. Ну, вы же мне сами предложили деньги за эти бумажки. Так? Знаете что, дорогой Владимир? Мне почему-то кажется, что очень скоро вы сможете со мной рассчитаться по всем долгам. Думаете? Милый мой Морель, у меня же за душой нет ни гроша. Ну как вы до сих пор это не поняли?
Динь-динь. А все-таки вы жадина, Морель. Знаете, жадина. Да. Хотя что с меня взять? Что? Ничего. Получите наследство и будет что взять. Отец лишил мне наследство. Вот так. Зато вашего брата не решил. А при чем здесь мой брат? Ну, в случае внезапной кончины вашего брата наследником станете вы. Пока детей у вашего брата нет, а по закону матери полагается лишь небольшая часть. А что, мой брат скоро умрет? Нет, Господь с вами. Я только сделал предположение. Вы же тоже можете представиться раньше срока. Вот сколько употребляете вина, карты, женщин. Что вы несете? Спокойнее. Какой вам вообще прок от моей смерти? Закон возлагает на наследников полную ответственность. И в случае внезапной вашей кончины все ваши долги перейдут к вашему брату, как наследнику. Мне все равно, от кого из вас получать деньги. Я шучу. Дорогой Владимир, живите на здоровье. Простите. Морель, вы шутник. Ну, только помните, по долгам всегда кто-то платит. Это да. Слушайте, Морель, а раз такое дело, может, вы мне еще денег судите? Ну так, шутки ради. Шутка. Конечно. Так когда вы собираетесь в Затонск? О, нет, не собирался и не собираюсь. Семейство Лагиных не примет блудного сына обратно. Ну, кто знает, кто знает. Марля, что мне нравится, вы все время загадками говорите. А я вот собираюсь посетить Затонск на днях. Говорят, примилый городок. Всего доброго. Счастья. Всего хорошего. Мадам. Бог мой. Какая честь. Очаровательница. Прошу. Прошу. Яков Платоныч, ну, по всей видимости, отравление. Я убежден, что вскрытие это подтвердит. Соседка сказывает, что студент накануне приехал. Тихий, говорит, какой-то, скрытный. Даже белья нет. Ни денег, ни документов не найдено. Здесь должно быть бирка была с именем. Отворено с мясом в торопях. Видно, не хотел убийца, чтобы мы узнали имя студента. Значит, такая же бирка должна быть и на белье. Так белья нет? Соседи, опросите, кто тут у них прачка поблизости. Понял, будь сделано. У покойной пропало что? Да нет, вроде все на месте. Деньги, документы. Да, там денег этих. Из-за студента ее убили. Полагаете? Ну что ж, видать, важная птица – это студент. Или мелкая сушка в чьей-то игре. Здесь книга записей постояльцев должна быть. Ничего нет, никаких бумаг. И книгу унес. Господин Морель, так дела не делаются, в особенности дела такого деликатного свойства. Драгоценная моя, именно так не делаются. Требуется подготовка. Нельзя торопиться. А вот мне кажется, что вы не справляетесь.
Я плачу вам за срочность. Мои покровители при дворе ждут этих документов. Они должны быть у меня на руках. От этого компромата зависит сложнейшая комбинация. Будут результаты. Ваше дело у меня на особом контроле. О, особом контроле. А мне кажется, уже лучше было обратиться к уличной шпане. Она бы в 2 счета выкрала эти документы. Вы должны были их изъять месяц назад. Занимаетесь чем угодно, лишь бы не моими делами. В Затонск собираетесь? Драгоценная моя, это вас не касается. Нахватали дел. Не в состоянии их исполнить. Я снимаю свое предложение. Задаток можете оставить себе. Не провожайте меня. Значит, Яков Платонович, а вы не находите, что вот такой вид убийства, как отравление, чаще совершают дамы? Да, джентльмены скорее ножом или чем-нибудь тяжелым по голове. Вот именно. Платоныч, Яков Платоныч, а ведь верно. Прачка в соседнем дворе живет. Вот. Вчера от студента получила. Б. Кириллов. Ну вот это уже что-то. Запрос в Петербург. Скорее телеграфируйте. Слушайте. Елагина – вдова моего друга. Я должен был ее поддержать. Да. Семен Афанасьевич, царство ему небесное, был заядлый охотник. Ну, охота его изгубила. А что случилось? Случайный выстрел. Невольная жертва. Убийство по неосторожности. Говорят, дух Елагина до сих пор не может найти покоя. Боже мой, опять эти духи. А теперь еще одно несчастье. Елагина опасается, что ее сына Алексея обвинят в убийстве. А что, для этого есть основания? Зачем ему убивать несчастного? Как это вообще возможно? Елагина теперь считает, что ее семью преследует злой рок. Вызываю дух студента. Отзовись. Ответь мне. Вызываю дух студента. Поговори со мной. Ответь. Явись мне. Отзовись. Пожалуйста, поговори со мной. Он еще не готов. Дядя! Не спится что-то. Вот решил заглянуть. А ты, значит, все со своим студентом маешься? Он явился мне сегодня утром. А потом я узнала об убийстве. Но он явился мне еще раз. В лесу возле домика. Может, мне надо об этом Штольману рассказать? Штольману? Какой смысл? Дух ведь мне ничего не сказал. Может, знак какой-то подал? Нет, в том-то и дело. Он просто пришел, посмотрел на меня и исчез. Если дух не идет на прямой контакт, значит, ему кто-то не позволяет. Кто? Другой дух. Более сильный. Алексей действительно приехал к сыну помещика Гусятникова накануне убийства.
Вроде охотиться они собирались. Вечером веселились, гуляли, стреляли из револьверов по горшкам. А с утра, в тот день, Алексея Елагина никто не видел. Сын Гусятникова охотиться раздумал, потому как накануне сильно перебрал. А про егеря что слышно? Ничего. Никто его не видел, и где он есть, неизвестно. А далеко ли от Елагиных до имени Гусятниковых? Ну, верст 10. Недалеко, если верхом. Ой, Яков Платонович. День добрый, Анна Викторовна. Добрый день. А вам удалось узнать, кто этот студент? Пока нет. А почему он вас так интересует? Сама не знаю. Просто такой молодой и такая страшная судьба. А вы что, уверены, что он только жертва? Явился он туда явно с недобрыми намерениями? Мне кажется, он жертва безвинная. Ну, а поговорить вы с ним не пытались? Да пытаюсь, но он не приходит. Не приходит. Яков Платонович, бросьте вы шутки ваши, дело серьезное. Более чем, Анна Викторовна. И с вашего позволения я продолжу им заниматься. Честь имею. Барыня, посыльный записку принес. Говорит, приказано вам сию секунду лично в руки вручить. Чего крадешься? Да я, чтобы не шуметь, не тревожить. Вели коляску запрячь. Поеду к Гусятникову, сына проведаю. Кучера не надо, сама буду править. Ну, чего стоишь? Иди давай. Да. От Даниэль плохие новости. Я не люблю разгадывать ваши шифры. Словами скажи! Студент убит. Кем неизвестно, дело он не сделал. Что, Даниэль? Даниэль следы почищает. Как же так, а? Несколько месяцев подготовки. Ах, Даниэль. Надо закончить. Чертов Затонск. Господин Морель, может вам затаиться? Каплюжники на пятки наступают. Ты свой жаргон для босиков прибереги. Да я привык так это, по-простому. Надо бы дело это приостановить на время. Со всех сторон обложили. Вон пошел. Выходи, Ермолай! Чего в кустах хранится? Нет никого, одна я. Ну, здравствуй, Софья Николаевна. Спасибо, что откликнулась. Видишь, весточку от тебя получила и сразу примчалась. Как тогда. Зачем звал-то? Городовые меня ищут. Найдут ведь. И откуда взялся этот студент? Один. Ночью в лесу. Словно призраки из прошлого по пятам бродят. Что случилось, то случилось. Нет тут ничьей вины. Виноватый всегда найдется. Ты бы уехал из города от греха подальше. А потом, как все утихнет, вернешься обратно. Некуда мне ехать. Да и не мальчик я в бега пускаться. Говорят, его из револьвера застрелили. Из револьвера, говорят.
На вот, возьми. Денег не надо мне. Поймают, так поймают. Куда ж ты теперь, Ермолай? Лес большой. Ну ладно. Прощай. Софья Николаевна. Прощай. Да. Похоже, этот нам уже ничего не расскажет. Обыщите здесь все. Нам души. Вперед. Вперед. Танюшенька. Опа! Давай, 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 давай. Прошу. Замерзла? Нет. Очень. Ну что, можно? Танюшка, эти цветы вам все цветы. Пойдемте. Так, вот мы пришли. Одну секундочку. Подержишь, пожалуйста. Танюшенька, голубушка. Одну минуту. Одну минуточку. Так, вот они. Так. Прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Что вам угодно? Уваков Илья Петрович. Чиновник по особым поручениям сыскной полиции Санкт-Петербурга. Танюш, подождите меня. И ненадолго. Чем могу служить сыскной полиции? Ваше имя? Елагин Владимир. А в чем дело? Давно ли вы знакомы с господином Морелем? Ну, нет, не то чтобы давно. Несколько месяцев. Вчера вы были у него. С какой целью? У нас с господином Морелем есть определенные финансовые дела. А вы что, следите за мной? Финансовые дела? Какого рода? Ну, положим, я взял у него суду. То есть, вам неизвестен основной вид деятельности Мореля? Ну, он коммерсант. Еще выдают суду под обеспечение. Что ж, не смею вас более задерживать. К Морелю более не ходите. Из Санкт-Петербурга никуда не уезжайте, и это не просьба. Вас вызовут в полицию для дознания. Безумный. Ты зачем пришел? Нас же могут увидеть здесь. Ну, я не мог дождаться до ночи. Я заглянул взглянуть на тебя хоть одним глазком. Я так соскучился. А если матушки твои доложат про нас? Мы же не увидим больше друг дружку. Я поговорю, объясню все матушке, она поймет. Вот увидишь. Почему же до сих пор не поговорил? Боишься ее? Люди говорят, у нее нрав суровый. Да никого я не боюсь. У меня просто случая подходящего не было. Пока ты будешь случая ждать, меня уж замуж выдадут. Как замуж? Папенька письмо написал. Требует, чтобы я возвращалась в Петербург. Пишет, что сваты к нам собираются. Я тебя никому не отдам. Слышишь? Моею будешь. Это если твоя маменька разрешит. Да завтра же я поговорю с маменькой, все ей объясню. А сегодня я жду тебя в охотничьем домике. Как обычно.
Там же в лесу человека убили. Говорят, недалеко от охотничьего домика. Я никого не боюсь. Спасибо, Виктор Иванович, что откликнулись на мое приглашение. Всегда рад, Яков Платоныч. Ну так, чем могу? Расскажите, что же на самом деле тогда случилось с Елагиным-старшим? Хочется знать правду, так сказать, из первых уст. Дело в том, что на той охоте Елагин по роковой случайности убил человека. Непроизвольный выстрел. Тогда его должны были судить. Да, но судебного хода делу тогда не дали. С семьей жертвы удалось договориться по-хорошему. Им заплатили солидные откупные, и они тут же уехали. Деньги решают многие проблемы? Вряд ли близким жертвы было бы легче от того, если бы Елагина судили. Девушка бы это не вернула, а Елагин, видимо, сам себя судил и сам себя казнил. Вы сказали девочку? Да. Дочка крестьянина из соседней деревни. 12 лет. Я с тобой совсем с ума сошла. Что же с нами будет? Скоро мы будем вместе, и нам не нужно будет прятаться. Ой, ой, не верится мне, Алешенька. Завтра же я поговорю с маменькой. И если она не даст нам благословения, я выйду из дома. Лежи. Сейчас я посмотрю, кто там. Кто там? Никого. Показалось. Ты же никогда не уйдешь. Ты у матушки своей как крепостной. Я свободный человек. Сам по себе. Вот увидишь. Мы поженимся. Дух неизвестного, явившегося мне однажды в лесу, приди. Дух неизвестного, явившегося мне однажды в лесу, приди. Ты же однажды уже мне явился.
Кто этот человек в капюшоне? Доброе утро, ваше высокоблагородие. Доброе. Яков Платонович, я видела убийцу. Этот человек был в капюшоне. Во сне, я полагаю. Да как вам угодно будет, но я знаю, как это произошло. Это была дуэль. Первым стрелял студент. Убийца стрелял в ответ. К сожалению, я лица не разглядела. Вас разбудили? Бросьте вы ваши шутки. Это неумно, наконец. Простите, но вы же сами... Это явно была дуэль. Да что же вы все с этой дуэлью? Прощения просим. Яков Платонович, срочное дело. Егерь объявился, и экипаж ждет. Прошу прощения. Он с утра в лавку за патронами пришел, а лавочник сынишку отправил. Я ему вчера еще наказывал, мол, как только егерь появится, раз и все. А я думал, что он уж далеко отсюда. Никто его не слышал, не видел. Егерь осторожно, это верно. Но вот куда ему без патронов-то? И где он теперь? В лесу его обложили, вот только взять осталось. А он опять же вот патронов прикупил. Не стреляй! Обходим его. Вы двое справа. Ульяшин, бери его слева. Не дури, Ермолай! Брось револьвер. А вот это вряд ли. Я не промахнусь. Мне терять нечего. А что дальше? Дальше что? Не уйти тебе. Ну, это мы еще поглядим. Ну так стреляй. Только наверняка, а то ведь я тоже не промахнусь.